Друзья, привет всем, кто изучает русский язык. Меня зовут Андрей, и на канале Русториес я читаю для вас короткие увлекательные рассказы на русском языке. Сегодня я прочитаю вам невероятную историю о судьбе советской Золушки в Китае. Как всегда, напоминаю, что у вас есть возможность включить субтитры с переводом рассказа на английский и другие языки. Итак, поехали. Как простая советская девушка с завода стала первой леди Тайваня. Цзян Цзинга прибыл в СССР в 1925 году, и было ему всего-навсего 16 лет. Его отец Чан Кайши, вождь китайской партии Гоминьдан, несмотря на свое жесткое отношение к стране Советов, отпустил своего сына в Москву, где тот поступил в университет. Удивительно, что настоящее имя китайца никто не знал. В России он жил у сестры Владимира Ленина, которую звали Анна Ульянова-Елизарова. Юноша решил взять новое имя и фамилию и стал Николаем Елизаровым. Под этим именем его все и знали. На молодого китайца оказала большое влияние советская пропаганда. Он даже стал комсомольцем. Более того, когда его отцом жестоким Чан Кайши была устроена расправа в Шанхае над коммунистами, Цзинга публично отрекся от своего отца. Время шло, и в 1933 году Николай Елизаров был направлен в Свердловск. Там он активно работал и участвовал в общественной жизни. Китаец стал помощником начальника механического цеха на знаменитом заводе «Уралмаш». Он также был выбран комсоргом и заместителем редактора заводской газеты. Настоящий строитель коммунизма. Фаина Вахрева родилась в 1916 году в небольшом селе недалеко от Ярославля. В 1922 году умерла ее мать, а в 1931 отец. Фаина осталась на попечении старшей сестры, которая и увезла ее в Свердловск. Тут она окончила школу и поступила работать на завод «Уралмаш» в качестве токаря. Однажды холодной зимой девушка шла в общежитие, и к ней пристал хулиган. Спас ее Цзян Цзинга. После этого они стали парой. В 1935 году Николай Елизаров и Вахрева стали мужем и женой. Вскоре у них появился сын, а еще через год – дочь. В 1937 году за ошибки, которые были допущены на производстве, Елизаров попал в немилость властей. Сегодня доподлинно неизвестно как, но молодая пара смогла убежать из Советского Союза в Китай. Чан Кайши был не слишком рад невестке, но внук растопил его сердце. Бывший Николай Елизаров и Фаина сочетались браком в соответствии с местными традициями. Фаину стали звать Фанлян,
Это имя состояло из двух частей. Фан – аккуратная, и Лян – добродетельная. В Китае у пары появилось еще двое сыновей. Голубоглазая русская девушка пользовалась расположением и любовью. Ей многое прощали. К примеру, разрешали купаться в купальнике. В Китае женщины так не поступали. Они плавали в одежде. Фаина усердно изучала сложнейший китайский язык и достигла в этом потрясающих успехов. Интересно, что со своим мужем и детьми она разговаривала исключительно по-русски. Фаина никогда не стремилась участвовать в политических играх, как нередко поступают жены президентов. Она выбрала для себя домашнее хозяйство и воспитание любимых детей. Фаина оставалась рядом со своим китайским мужем и была верной и заботливой женой и матерью. Когда скончался Чан Кайши, Цзян Цзинга стал стремительно подниматься по карьерной лестнице. В 1975 году бывший Николай Елизаров занял должность председателя Гамильдана. В 1978 году его избрали президентом Китайской республики Тайвань. Он оставался на этом посту до конца жизни. Фаина стала первой леди, но никогда не переступала границ скромности. Она ходила с мужем на приемы, собрания, иные важные и развлекательные мероприятия, где неизменно вела себя очень скромно. Она застенчиво улыбалась журналистам и телезрителям. Цзян Цзинга был хорошим политиком. Во времена его правления произошло так называемое тайваньское экономическое чудо. Страна была демократизирована. Произошла быстрая индустриализация и экономический рост Тайваня, который, развиваясь вместе с Сингапуром, Южной Кореей и Гонконгом, получил известность как один из 4 азиатских тигров. Президента уважали и любили, а вместе с ним и его супругу. Фаина никогда больше не была на родине. Лишь в 1992 году она пообщалась с делегацией, приехавшей из Минска. Последние годы Вахрева жила в Тайбэе, плохо себя чувствовала, сказывалось онкологическое заболевание. Эта женщина прожила долгую и интересную жизнь и скончалась в возрасте 88 лет в 2004 году. Китай простился с Фаиной Вахревой, леди Фанлян Цзинга. В память о ней потомков Чан Кайши очень часто называют русскими именами. Друзья, вот такая удивительная история. А я хочу напомнить вам, что на нашем канале вы можете найти много других не менее увлекательных рассказов. А чтобы вам было удобно в них ориентироваться, мы сделали для вас плейлисты
с разными уровнями сложности. Попробуйте изучать русский язык от простого к сложному с каналом Русториес. И у вас все получится. Давайте учить русский язык вместе. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!